flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Здравствуйте, мои невероятные, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Я сейчас в таком экспресс-раскладом маленьким посмотрим, будете ли вы встречать с этим человеком Новый год. Да, там у меня был запрос на такой расклад, ну, так уж и быть, мы посмотрим. И не думаю, что это будет долго, либо, знаете, может быть, проявится ли этот человек в Новый год, поздравит ли он хотя бы вас с Новым годом. Либо все-таки это будет немножко попозже. Но мы посмотрим, будет ли возможность встретить с ним Новый год. Слушайте, даже если это отношения десятилетней давности, честно, в последнее время меня так истории моих клиентов удивляют, что я, наверное, уже, точнее, уже не удивляют, но удивляли, что я уже, наверное, ничему не удивляюсь. Я вижу, как люди через очень много лет возвращаются и такие вот, как бы я о тебе все время думал. И как бы давайте честно, все в этом мире возможно. Но мы посмотрим все-таки, коснется ли это ваших прекрасных рыцарей, королей, мужчин невероятных. Хотите пообзываю, хотите подотру им корону, если прям тут любовь, да? Ну, вот, качественная, не токсичная, хотелось бы. Вот, давайте смотреть последовательность мужчин. Первый мужчина — это король жезлов, Овен, Лев, Стрелец. Второй мужчина — это король кубков, Рак, Скорпион и Рыбки. Третий мужчина — король мечей, Близнецы, Весы, Водолейчики. И четвертый мужчина — король Пентаклей, Телец, Дева, Козерог. Мужчина на столе. И я забыла вам сказать, обязательно, настоятельно рекомендую: заварите себе чаечек, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный и позитивный мини-расклад. Я надеюсь, чай, кофе на столе, потому что ваши мужчины на столе и готовы, чтобы мы посмотрели на них. Вот, я готова, вы готовы, поехали? Первый мужчина, король жезлов. Девочки, здравствуйте. Смотрим вашего мужчину. Будете ли вы все-таки вместе встречать Новый год? Есть ли вероятность, возможность там встречи, да, с этим человеком Нового года? Ну и все-таки поздравит ли он вас, проявится ли в этот прекрасный день, либо нет. Если да, то с чем? Так, будете ли вы встречать Новый год с вашим прекрасным королем жезлов? Звезда. Не знаю, такая карта, знаете, либо на расстоянии, либо прям в какой-то самый пик приедет, да, то есть есть возможность. Ну, для меня вообще это карта времени и расстояния, то есть либо это все-таки будет определенного рода на расстоянии, либо это будет не вот в этом году, да, то есть карта звезда — это исполнение желаний, но все равно это карта какого-то долгого времени, то есть это не быстро. И я бы сказала, что возможности, конечно, она как таковая есть, звезда — это как раз-таки что никак, знаете, что как не новогодняя ночь может создать чудо прекрасное, да, и вот когда вот так вот случится, и ваше желание исполнится, почему бы эту карту, в принципе, и так не прочитать? Но тут, скорее всего, либо человек все-таки проявится на расстоянии, да, то есть связь с ним такая будет, либо это не про этот Новый год. Но все-таки проявит ли он инициативу и поздравит вас. Вот опять, смотрите, вот мне все равно подсказывают карты, что больше похоже на расстояние. То есть человек может проявить инициативу, что-то написать, может не в саму прям новогоднюю ночь, а немножко попозже, да, то есть, но как будто бы доступ личного такого, как коммуникации, вот, общения, там, не знаю, объятий, он закрыт. Но человек вот прям такой, знаете, вот из этой коробочки такой музыка доиграла, и он такой выскочил, такой: я вот тут вот поздравляю. Опять же, карта мира реально может указывать на интернет. Проявление инициативы в интернете, либо сообщением, либо даже видеозвонком, может быть такой визуальный контакт, но он все равно, скорее всего, на расстоянии. То есть вот тут такой вариант. Но как-то проявиться, правда, захочет.
вариант. Спасибо большое. Мы идем дальше. Мы идем к королю кубков. Девочки, кто загадал короля кубков, смотрим вас. Есть ли вероятность того, что вы встретите Новый год вместе с этим человеком? И если там да, нет, ну мы посмотрим поздравления. Стоит ли ожидать поздравления от этого человека? Поздравит ли он вас в новогоднюю ночь? И тут такая карта двойки мечей, не знаю. Но опять же, вот эта двойка мечей, это еще, знаете, мешкаться между тем, сделать, не сделать. Не знаю, что, как правильно. Поздравить, не поздравить, написать, не написать. То есть может там переживать. Ну, опять же, карта мира. Но вообще-то карта приезда, по факту. Может действительно быть такое, что человек приедет, проявится. Но это еще карта интернета. То есть это может быть действительно, но все-таки двойка мечей на дне колоды. Я больше склоняюсь к тому, что он будет думать между тем, чтобы как-то приехать, либо проявиться, но как минимум написать он правда захочет. Как минимум проявить инициативу на расстоянии правда захочет. Да, смотрите, вот я спрашиваю, вот опять же, вот что-то чем-то не удовлетворены. Пятерка кубков, да, но при этом, да, действительно какую-то приятную эмоцию своей прекрасной королеве кубков, как бы, тут сейчас не про знак зодиака, когда король и королева кубков девушки, которой он там влюблен, которой он испытывает чувства, он захочет. И он проявит это, возможно, как-то очень даже красиво и интересно. Но чего-то будет как будто бы не доставать. То есть от него проявление вот в ближайшую вот новогоднюю ночь, в Новый год, возможно, может быть, 1 числа. Ну, я бы сказала, все-таки для меня это все-таки новогодняя ночь, либо новогодний день, знаете, 31 числа. У него от проявления от него будет. Но оно не принесет полноценного удовлетворения от этого. Но оно здесь будет. Вот такой вариант. Мы идем дальше. Королю мечей. Здравствуйте, мои невероятные, кто загадал короля мечей. Смотрим. Будете ли вы встречать Новый год вместе? Есть ли возможность встретить Новый год вместе? И проявит ли он инициативу в новогоднюю ночь? Да? Проявится ли, напишет, поздравит, ну, либо приедет. Мы там уже посмотрим. Повешенный заложник своей ситуации, заложник событий, заложник вообще, просто в чем-то он заложник. Иерофант, не знаю, может вы где-то в других кругах будете встречать. Все равно это какая-то теневая история, знаете, похоже, что либо на расстоянии, страшный суд, луна, ух ты. Девятка мечей. Почему-то тут захотелось дополнительных карт вытащить, но я прям еще больше запуталась. Давайте так. Встретите ли вы новогоднюю ночь вместе? Кто-то из вас, правда, вот неожиданно может прям случиться, что встретит. Можете там уже до последнего не верить, оно прям как-то случится. Но у кого-то это прям про то, что вот как-то события повернутся не так, как хотелось бы, потому что финишная все-таки карта, девятка мечей, карта луны, то есть это больше как карта переживания, чем, опять же, повешенный, вот, пожалуйста, колесо фортуны. То есть я бы сказала, что тут, скорее всего, если эта история как-то, ну вот, правда, фактически не имеет возможности реализоваться, может быть какое-то чудо по колесу фортуны, что ситуация перевернется с ног на голову. И у него, правда, будет возможность, скажем так, грубо говоря, вот встретить новогоднюю ночь с вами. Но если, правда, есть какие-то ситуации, с которыми вот он прям вот во власти этих ситуаций, то, скорее всего, не сейчас. Ну, потому что, ну, скорее больше нет. Потому что это больше похоже на, опять же, на расстояние, притяжение, вообще какие-то переживания. Может, вообще там мужчина спать пойдет, знаете, в Новый год. Никакой Новый год встречать не будет. Давайте. Ну, смотрите, вот, пожалуйста. То есть, давайте так скажу. Напишет ли, ну, либо позже, либо, опять же, это будет на расстоянии. Но есть вероятность того, что следующий Новый год как-то он, ну, то есть в течение года как-то проявит инициативу. То есть если мы говорим про, допустим, паузу, да, там между вами, либо какой-то конец, то есть вероятность проявления немножечко попозже Нового года. Если же, опять же, у вас отношения качественные, у вас они на расстоянии, реально есть возможность личной встречи немножко попозже. То есть, скорее всего, Новый год — это
это не та точка, в которой вы встретитесь. Вот так скажу. Спасибо большое. Мы идем к последнему варианту. Король Пентаклей. Девочки, здравствуйте. Смотрим вас. Будете ли вы встречать вместе Новый год? И вообще, поздравит ли, проявит ли инициативу данный молодой человек в отношении вас в новом году, ну, в Новый год, в новогоднюю ночь, да, то есть поздравит ли? Ну, император, он будет, кстати, делать все возможное. Если мы говорим про отношения стабильного характера, то есть это ваш мужчина, да, то есть все хорошо у вас там, вы там строите отношения, да, ну, типа, мужчина будет делать все для того, чтобы это сделать. Но 4 мечей все равно мне больше попахивает расстоянием, что император на дне колоды, сила, он правда будет прилагать усилия. Не знаю, может, кстати, знаете, 4 мечей, это вот банально, может быть, знаете, вот приехал, вы там встретили и уснули. То есть, может быть, вы вообще в Новый год, новогоднюю ночь будете просто отдыхать с этим человеком, знаете, не обязательно тусить. Я, кстати, рассказывала про свою историю, что 23-й год у меня был такой самый счастливый год в моей жизни, и это все вранье по поводу, как встретишь Новый год, так его проведешь. Вранье, вот я по себе скажу. В 22-м году, в конце года, я очень плохо вообще, ну, я спала вообще в пижаме, я была очень расстроена, у меня там был достаточно мой такой, ну, в моей семье там произошел, ну, трагический момент, очень больно было, и мне не хотелось не праздновать, то есть для меня вот декабрь месяц стал тяжелым месяцем. И 23-й год был самым лучшим в моей жизни. И вот, возможно, вы, правда, знаете, приедет человек, а вы там, не знаю, пообнимаетесь, поцелуетесь, ляжете спать. То есть есть вероятность того, что он будет делать, предпринимать все возможные действия для того, чтобы действительно с вами встретить Новый год. И если это отношение, ну, то есть, которое там на паузе, вот так он и будет на паузе. Хотел бы, да, правда, хотел бы, но внутренние какие-то моменты ему не дают. Но, правда, хотел бы встретить с вами Новый год. Напишет ли, поздравит ли? Ну, тут даже подарок может подарить. Знаете, вот человек может что-то готовить для вас, что-то неожиданное. Человек может как-то преподнести какой-то подарок, какой-то сюрприз. Потому что жрица, ну, я сейчас не буду читать это искаженно, хотя дьявол и жрица так рядом вместе прям манят меня сказать, что нет, я не буду, честно, не хочу, потому что для меня это вот, если мы говорим, напишет ли, наверное, даже больше что-то сделать, чем вы ожидаете. То есть человек может проявить инициативу даже какого-то материального характера. То есть подарок какой-то вам подарить, который вы не ожидаете, но он будет очень ценный, не знаю, прям очень ценный. Вот такой вариант был. Спасибо вам большое. А с вами была ваша Каролайн. Это было гадание с любовью. Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me, they set my spirit free.